Новый год, а потом и Рождество. Эх, это лучшее время для волшебства и чудес. Именно так я и думал, когда мне было всего 15. Мои родители умерли, когда мне было всего 3. Воспитывали меня, как и полагается, бабушка с дедом. А потом, как стал постарше, я поступил в училище. Там мне дали комнату, как иногороднему. В деревню к своим старикам я приезжал на каникулы всегда. И эти новогодние каникулы не стали исключением. В отличие от обычных подростков, у меня была своя тайна. Я умел то, чего не умели другие. Скажем так, я был ведьмаком. Порчи, привороты, конечно, не практиковал, но мог предсказать, что будет из-за того или иного поступка. Страхи человека, чувствовал смерть, но и лечил по мелочи. Об этом я не говорил никому, даже бабке с дедом. Они люди верующие и считают такое либо обманом, либо бесовщиной. Плохого я не делал и выгоду не искал. Но этот Новый год подкинул мне сюрпризов. По приезду я сразу же принялся за работу. Двор от снега очистил, стайки у скотины убрал, мне на пользу, им на радость. Все как всегда. Бабушка закупается к Новому году, потому что соседка сказала, что еще пару дней и все подорожает, а полки в магазинах будут пустыми. И ведь слова против не скажешь, соседка же сказала. Но мы с дедом втихушку посмеивались, но помалкивали, а то еще отгребем от бабули-то ненароком. Как говорится, ничего не предвещало беды. Поужинали, банька, да спать пошли. Да вот только утро нас встретило не самое радужное. Костя, Костя, вставай скорее, да вставай же ты, там, ой боже, там горе-то какое. Бабушка охала и ахала, плакала. Первая мысль – дед, с ним что-то случилось. Но соскочив, вижу, что он дома, но оба бледнее мела. Ба, что случилось-то? Ленка да пропала, внучка бабы Таты. И снова заревела. Как пропала? А сколько ей было? Да только вот 3 годика исполнилось. Ночью спать уложили, а утром ее и нет. Все обыскали, нигде нет. Бабушка перекрестилась, как будто это помогало. Ба, вы точно везде смотрели? Да, у нас такого в деревне никогда не было. Да точно, Костик, точно. Мы всей улицы искали. Дед сидел с глазами полными страха. Мне тоже стало не по себе. Ба, а проводите меня к ним? Может, что найду, а? Нет, открыто говорить о своих способностях я не стану. Но попробовать нужно. Да что найти-то там? Нет нигде. Может, маньяк какой завелся? Она запричитала и снова разрыдалась. Ба, я все же схожу, ладно? Иди, Костя, ежели чё, там искать поможешь. Дед обнял бабушку, а я быстро оделся и пошел к соседям. Баба Тата сидела в уголочке на кухне и молилась. Когда я попросил осмотреть дом, она махнула рукой и продолжила молиться. Родители Леночки, как оказалось, должны были завтра приехать. Они сейчас срочно выехали сюда. Я посмотрел кроватку девочки, смертью не пахло. А это значит, что жива. Уже хорошо. Да только вот странный запах не давал мне покоя. Словно медом пахло и облепихой. Спросил, нет ли меда или облепихи. А на меня, как на идиота, посмотрели. Ясно. Ответов тут не дождешься. Я пошел в наш дом на чердак. Там был мой тайник. Я решил, что стоит попробовать поискать девочку по-другому. Расставил камни вокруг себя, положил маленький стеклянный кристалл на карту нашей деревушки. Карту я давно еще нарисовал сам, поэтому она была подробной. И только хотел было сосредоточиться, как услышал шум. Бабушка или дед? Я позвал, но мне никто не ответил. Может, кот какой приблудный? Но ни одного животного я не увидел. Я решил отбросить это из мыслей и только снова хотел приступить, как услышал. Ага, ищи, все равно завтра сама придет. И такой смешок. Кто здесь? Я не очень люблю таких гостей.
Ты это что же? Слышишь меня, Челя? Голос был удивленным. Да не глухой вроде, а ну выходи. Более серьезно уже добавил я. А если испугаешься? Ехидно так проскрипел, как половица старая. Допуганный уже. И кому шутить пришло в голову, когда такая беда? Ну хорошо, только ты это, не ори. И что-то зашуршало в углу. Я присмотрелся и до речи потерял. Словно высохшая соломинка маленькое тельце. Морда словно у енота. Руки с 3 пальцами, а вместо ног козлиное копытце. Вот тебе и шутка. Ну чего замер-то? Оно так прищурилось нехорошо. Я что, должен поверить, что ты настоящий? Кукла, наверное. А то, что ты тут делаешь, тоже прям правдишне. Обиделся, похоже. И давно ты тут? А вот кто ты такое, спросить не решился. Всегда я тут. И тебя знаю давно. И кто ты тоже знаю. Только не ищи ты ее. Лучше будет, если не вернется. Махнул рукой и сел на солому. А ты кто? Все же выяснить надо. Я? Ой, ну нынче ведьмаки пошли. Не знать фамильяров. Он сердито так покачал головой. Зовут меня Акила. Я получил свое имя от своего первого хозяина. Он был черным ведьмаком. Он горделиво поднял палец вверх. А ты вот еще не принял ни черную, ни белую сторону. Как это от тебя не знает еще? Он посмотрел на меня. Он посмотрел на меня так внимательно. А я и не говорю никому о себе. Зачем оно мне надо? Я пожал плечами. А для чего нужны фамильяры? Это и правда было любопытно. Мы, фамильяры, бессмертные, и продлеваем жизнь своему хозяину на сотни лет. Первого хозяина выбираем не сами, они нас выбирают, дают имя и силу, а после его смерти мы вправе выбрать себе сами, если хотим. Но я не нашел подходящего. Мой хоть и был черным некромантом, так он пакости не делал. А то, что черный, так некромантов светлых и не бывает. Он помогал, а люди его сожгли на костре. Хотя если бы не он, то никто бы врата в само жарово пекло не закрыл бы. Неблагодарные они. Было много тех, кто насильно меня привязать хотел. Да бестолковые они. Нельзя привязать того, кто сильнее. Я вообще-то не юнец какой. У меня сила хозяина осталась. Отделиться ей я не намерен. А обо мне что скажешь? Я могу помочь им. Мне было жалко девчонку и соседку нашу. Ой, не знаю. Да только поверь мне, она придет и беду принесет. Вот увидишь. Иди лучше дела делай. Завтра она к утру будет. Было уже такое. А там потом, как увидишь, что стало, сам решишь. И исчез. Вот просто оп и нету. Может, померещилось и проверить стоило. День шел долго, работа не спасала. А мысли так и эдак крутились в голове. Но наступило утро, и девочка нашлась. Не обманул, значит. Целая и невредимая. Все хорошо. Говорит еле-еле от страха, а так ничего плохого. Мелом только пахнет, очень сильно. Но как оказалось, это только я чувствую. И чего бояться-то надо? Все успокоились, правда ненадолго. Я шел с дедом с колонки, за водой ходили для бани. Смотрим, а соседка сидит бледная и на внучку смотрит. Мы подошли. Что случилось да у вас? Дед подошел и замер. Я тоже решил посмотреть. Сидит себе девочка, щечки розовенькие, носик тоже. И что-то в снегу копается. Я пригляделся, а она котенка хоронит. Котенок помер, что ли? Спросил я у бабы Таты. Костенька, она его сама задушила. Говорит, что так надо. Баба Тата перекрестилась. Может, не специально, но не может же ребенок намеренно убить. Нет, Костенька, не только его. Всех цыпляток тоже. И говорит, будет маленькое кладбище, красиво же.
Она еще раз перекрестилась, и тут-то я и заметил, что таких могилок-то не одна. Баб-то так надо наругать. Я сделал шаг в сторону Леночки. Стой, Костенька, а то хуже будет. И она сняла варежку. Ее рука была в волдырях, как от ожогов. Обожглись, баб-тат? Меня Леночка за руку схватила, а мать с отцом, у них так вообще ноги отнялись. Она меня потом позвала и сказала: «Сиди и смотри красоту мою». Старушка заплакала, а девочка наконец меня заметила. Привет. И улыбается, а глаза большие, синие, прям куколка. Привет. Я виду не подаю. А что ты делаешь, Леночка? Красоту делаю. И так гордо на целое кладбище показала штук 15 бугорков. А что случилось с животинками-то? Спокойно, Костя, спокойно, надо разобраться, думал я. Они умерли. А почему? Им пора было. Так надо. И радовалась. Маленький монстр. А ты откуда знаешь, что пора? Надо как-то аккуратно, не спугнуть это чудовище. Я так хочу. Прищурила глазки и заулыбалась. А потом будет головка и лошадка. При этих словах баб-тата упала на колени и начала причитать, что не убивай, не погуби кормильцев. Но Леночке было весело. Ну, бабушка, хочешь я тебя вместо их? Я бы вот очень хотел ей сказать, что она плохая девочка, и всыпать такого ремня по заднице. Но решил не усугублять ситуацию. Волоком утащил бабушку к нам, а девочке сказал, что сам приду с ней играть. А бабушка пусть погреется. Она кивнула и продолжила что-то там делать. Первым делом я побежал на чердак. Кажется, кто-то что-то знает, и я обязан из него это вытрясти. Но, как оказалось, меня самого уже ждали. Пришел-таки. Смотрю, ты не больно-то теперь рад ее возвращению. И прищурился. Не совсем. Я, конечно, рад, что Леночка нашлась. Но то, что она делает, мне совсем не нравится. Погоди, ведьмак, то ли еще будет. Не она первая, не она последняя. Он как-то с тоской хихикнул. Скажи, ты ведь видел уже подобное, да? Я надеялся, что он мне расскажет. Видел, но ты не лезь. Мал да слаб ты. Из тебя еще даже фокусник не выйдет. А тут куда тебя? Я должен помочь. Что же мне ждать, пока вся деревня вымрет? Зло. И очень громко произнес, даже свой голос не узнал. Забирай своих, и они будут в безопасности. Он как-то безразлично пожал плечами. Ну ты как, вообще в своем уме? Как это? От других умирать оставить? Неужели ему все равно? Крутилось в голове. А что ты можешь? Прищурился. Ничегошеньки, не тебе тягаться. И отвернулся. Научи, пожалуйста, я чувствую, что ты можешь. Что ты хочешь за помощь-то свою? Ты что это, а? Мы не торговцы тебе. Фамильяры служат только своим хозяевам и не хранят молчания. Наша привязка только по крови, а ты даже не ведьмак полный. Так, чародей-недоучка. И важно так встал. Ага, на крови, значит. Надо бы узнать. А как это на крови? Я сделал удивленную физиономию. Ох, чернота необразованная. Кровь фамильяра и хозяина перемешиваются, и если силы равны у хозяина или больше, чем у фамильяра, то он становится его слугой, другом, защитником, а ежели нет, то фамильяр убьет или покалечит. Но я таких просто наказывал, так, чисто для страху. А как наказывал, не сказал. Но выбора у меня нет. Я задумался, как бы нам соединить кровь. А вдруг и получится? Я взял гвоздик и сделал вид, что грязь со снегом из ботинок выковыриваю. Тот на меня не смотрел, а что-то ел. И тут я заметил, что у него хвост есть.
Ага. Аккуратно подошел, тот мельком глянул, но увидев, что я камушки собираю, хихикнул и продолжил есть. Я легонько так наступил на кисточку на хвосте. Он даже ухом не повел. Порезал себе палец и взял осколок, да и положил около него, а палец спрятал. Он доел, соскочил, хвост потянул и упал, а ручонка его как раз на осколок. Я схватил и вложил свой палец к его ранке. «Ты что творишь? А ну я тебя сейчас!» Вот теперь он выглядел очень страшно. Наверное, будет плохой конец. Но нужно было решаться. Тело знобило, иглы были колючими и ледяными. Он наступал. Я смотрел ему в глаза, а вокруг нас нарастал туман. Серо-голубой дым обволакивал и пытался меня сломить и утопить. Но я не я, если так просто сдамся. Мы стояли и смотрели друг на друга. В его ладонях искрился шар из огня. Он выпустил когти и хотел кинуть его в меня. «Не смей!» Мой голос словно сталь, которая поранила горло. «Я твой хозяин!» И я напрягся. Все тело хотело упасть, но я сделал шаг, потом другой. Он пытался меня сломить еще и еще. Я упал на колено. Он расхохотался, как раскат грома. Но я стал подниматься. Мысленно представил, что он – это мишень, а я стрела. И вот я лечу, нужно просто попасть в цель. Я не знаю как, но я сделал прыжок и схватил его за хвост. Он растерялся, туман ушел. А вот теперь и моя песня будет. Я намотал хвост себе на руку и взял веник для бани. И как пошел его гонять по кругу. Да так, чтобы он навсегда меня запомнил. Будет знать, как меня пугать. И только когда он перестал пытаться вырываться и успокоился, я прекратил. Ну, что же дальше? Говори. Мало ли что там делать надо, а хвост держу. «Ах ты какой прыткий оказался! Хитрец, значит? Ну хорошо, присягну тебе на верность. Но вот есть одно «но». И улыбается, как крокодил в проруби. Какое же? Обмануть меня вздумал? Я натянул хвост. «Что ты, совсем дурак, что ли? Мы не можем обманывать хозяина. Да вот только я тебе пакостить буду. Это я имею право. Я же так, как зверушка ручная». И гаденько так ручонки потирает. Ага, ну пакости нечистая сила. Да только и я накажу. И показал ему в сторону веника. «Вот ты какой, значит. Ну, только недолго тебе жить-то теперь, коли свяжешься с этим делом. А я-то дальше жить буду». Это мы еще посмотрим, а ты мне поможешь в этом. Я отпустил его хвост, он тут же хотел юркнуть, да не смог. «Эх ты ж беда теперь. Как тебя величать-то теперь, хозяином или как? А то же теперь привязан к тебе». Он недовольно пробубнил. Не были царями, не будем начинать. Костя я, просто Костя. Гуляй где хочешь, ну как призову, чтобы явился. А теперь давай, рассказывай мне. Я присел, так как понимал, что разговор будет очень длинным. Акила то и дело отвлекался на всякую ерунду. То злить меня решил, но у меня терпение кремень. Толком, как оказалось, он и сам ничего не знал. Кроме того, что Карачун был вестником подземного царства и насылал смертельные морозы, обворачивал сердце в лед и заставлял приносить жертвы. Он принимает жертвоприношения, ворует детей и делает их своими рабами. И везде, где он появится, будет неизбежная смерть. А маленьких своих слуг он потом сжирает заживо. И найти его не так-то просто. Раз в год. Перед Новым годом он появляется, и за 7 дней, до того как истинный дух волшебства придет, окропляет землю смертью, и не будет тут больше жизни. А кто, если и выживет, умрет одиноким и замерзшим в своей избе. Дорогу забудут сюда близкие и друзья и все прочие, словно и не было этого места. Люди с голоду и холоду сгинут и попадут в его логово.
и никто молитвы за них не скажет, так как забытые они. Что я имел на данный момент? Ворчун-фамильяр, 6 дней в запасе и одну маленькую убийцу и злого духа. Я решил вместе с фамильяром идти к Леночке. Тот долго пытался пробухтеть и возразить, но я потащил его с собой. Вот я и пришел, Леночка. Я подошел к девочке поближе. Чего ты так долго? Она прищурила глазки. Интересно, а она видит моего спутника? Но девочка повернулась и продолжила рисовать круг. Значит, не видит. А что ты делаешь? Я рисую до дяди, чтобы он собрал себе. Невозмутимо, как будто так и надо. Костя, сотри круг, а то она его вызовет сейчас и бей по голове, чтобы сознание ушло. Мой помощник нервничал. Как я ее ударю, а если убью? Я прошипел на его советики. Да мысленно ты. Ай, неуч, я сам сделаю, круг стирай. Он выскочил и направил на нее туман. Девочка пискнула, я разметал круг, нарисованный на снегу. Поднялся вихрь, фамильяр фыркнул, моргнул, и мы оказались на чердаке. Ох, беда мне с тобой. Сам сгинешь и меня за собой потащишь. Причитал он. Давай уже рассказывай, что с ней будет. Девочка словно спала. Иди, отдай ее бабке и родителям, а зверье в земле закопай, как положено. И скажи им, чтобы, как проснется, чтобы на улицу не выходила. И крест на нее пусть оденут. И протянул мне крестик. Так давай сами оденем. Мы и не родня, и не крестные, только им можно. Он так сказал, словно я это должен был знать как 2 × 2. Я отнес девочку бабушке. Та сначала отскочила от нее, но потом выслушала меня и одела на нее крестик. Я объяснил тем, что позвонил другу, а у него отец-батюшка в церкви. Ну, я соврал, конечно же, но она поверила и сказала, что все сделает. А потом пошел хоронить зверюшек. Девочка, когда пришла в себя, была напуганной, и ей казалось, что это был плохой сон. Только вот история повторилась, и к этому же вечеру пропал еще один ребенок на соседней улице. А возле дома девочки появились шаги, и собаки выли. Как сказал мой новый боевой товарищ, это Карачун ее ищет. Пока на ней крестик и у него нет 7, он ее не найдет. Все в деревне начали ждать утра, а я ночи. Нужно было выяснить все. Дождавшись, когда все уснут, я оделся и позвал Акила. Он хоть и ворчал, а с ним как-то спокойнее. Мы пробрались к тому дому, где пропал мальчик, и стали ждать. Как оказалось, у фамильяров много плюсов. Он меня согревал. Сделал снежную пещеру, в которой было тепло. Укрыл нас пологом каким-то. Сказал, чтобы нас не учуяли. Ближе к рассвету поднялся морозный туман. А из него вышел мальчик. Тот самый, который пропал. Он был старше и крепче Леночки, а значит и придушить мог кого покрупнее. А затем появилась борода и костлявые руки. Они нацарапали на ладонях мальчика что-то и пропало. Ребенок постоял и упал. Я хотел подбежать к нему, а фамильяр меня удержал. Стой. Чувствует Карачун, что ему мешают. Это приманка. Он прищурился и внимательно смотрел. Пара минут ничего не происходило, но вот снова появился туман. Костлявая и когтистая рука потянулась к ребенку. Он царапал его лицо. Мальчик плакал, а я пытался вырваться от фамильяра и защитить. Но тот словно меня заморозил. Я не мог пошевелиться, а он все повторял. Обман. Это обман. Потом как-то очень большой и почти прозрачный вышел из тумана. Лица было не видно, только волосы грязно-серого цвета и тяжелые шаги, скрип зубов и еле слышные слова. Кто звал в свой дом вчера Бабая? Кто хотел, чтобы все были наказаны? Иди ко мне, иди! И так подвывал, что мне словно ветер в уши залетел, носоглотку заложило, как при изнобе. А мальчик тянул ручонки к нему.
Еще немного, и он коснется ребенка, но он медлит, смотрит по сторонам, принюхивается, ходит вокруг нас, знает, что мы тут, а не видит, не чувствует. Злится, мороз гонит, я уже чувствовал лед на своей одежде. Фамильяр мой что-то говорил, прыгал вокруг меня, махал ручками. Карачун остановился, собрал вокруг себя клубы густого тумана. Ведьмак, значит, появился. Ха-ха. Ну что же ты тогда не покажешься мне? Он скрипел своими зубами, и у меня словно по ушам резало. Мальчишка ты еще совсем. Так я узнаю, кто ты, и твой помощник тебе не поможет. Он яростно сверкнул глазами, а потом растворился. Я не помню, что было потом, очнулся на чердаке от шума. Соседи что-то кричали, молились, бабушка моя тоже причитала и плакала. Я спустился к ним. Костенька, Костенька, нужен срочно твой этот паук мировой. Там такое случилось, ой божечки. Паук мировой? А, интернет, наверное. Что случилось, ба? Там у дяди Яши сыночек-то, теленка того. Она глаза опустила. Чего того? Теленок не котенок, а это ребенок же. Внучек, ой, он ему в еду сыпанул чего-то, а тот как копыта откинул, так он ему и глазеночки-то повыковыривал. Что? Фу, тошнота себя ждать не заставила. Ох, какая мерзость. А где он? Вот тебе и спас называется, думал я. Пойдем, Костя, пойдем. Дядя Яша нехотя брел к своему дому. Мальчик сидел в стайке. Коровьи лошадей увели от него подальше. Он просто палочкой ковырял в пустых дырках, где были когда-то глаза. «Привет». Я еле выдавил из себя, хотелось просто выйти и никогда этого не видеть. «А ты кто?» Тот смотрел на меня, но такими черными глазами. Дядя Яша громким шепотом выпалил: «Господи помилуй». «Да я вот пришел посмотреть, что случилось, отчего теленок умер». Как можно беззаботнее я произнес. «А, ты доктор?» Пристально так и внимательно он сказал. «Да, я ветеринар». Я поднял палец вверх. «А ты тоже их ковыряешь?» Интерес пошел. «Да, ковыряю и еще и ем». «Ой, блядь, что я несу? Самому плохо, бежать надо». «Да, а я тоже могу». И он просто взял с пола грязной стайки вытекший глаз и съел. Что я сейчас видел? Он съел сырой глаз мертвого теленка. Мне плохо, я готов упасть. Мое лицо было каменным, а внутри я прятал страх. Господи, дай мне самому сил, как я не упал или не закричал. Мерзко чавкая и пуская слюни, словно ест конфетку. Он пережевывал это. Ах, какой смелый мальчик. Я натянул улыбку. А ты тоже знаешь Бабая? Такое чувство, что речь шла о каком-то супергерое. Нет, не знаю, познакомишь? Он придет сегодня за тем, кто его позовет. Мальчик пожал плечами. А ты не знаешь, как его позвать? Значит, его призывают, пронеслось в голове. Я тоже хочу позвать. Знаю. А ты разве нет? Да нет, как-то не успел выучить, вырос. Это просто. Он встал. Мороз, Мороз, ущипни за нос, чтобы мама с папой знали, как тебя тут обижали. Спят спокойно все зверюшки, снег им вечная подушка. Засыпай скорее двор, чтобы Бабай к тебе пришел. И у меня на глазах схватил котенка и задушил. Ступор, злость. Какого хрена? Дядя Яша побледнел и вышел, а стайку обвивал туман. И я отчетливо услышал голос. А вот ты и попался, ведьмак. И тишина. Зря я это, ой, зря. Я побежал домой. Обещая помочь дяде Яше, полез на чердак и призвал фамильяра. Тот хмурился и ругался.
Корил за то, что так глупо себя выдал. Теперь нам не спрятаться, он учует. Ночь близилась неизбежно, и я собирал все необходимое и попросил дядю Яшу уйти к нам, а сам остался с мальчиком. Он ходил и искал, кого бы еще убить. Просто так правильно говорил он. Мыши, крысы, он ловко их хватал и душил. Мне было плохо. Фамильяр пропал и не приходил на мой зов до 10 вечера. Ты где был? Меня била нервная дрожь. Искал, как спасти тебя, дурья твоя голова. Он фыркнул и принялся что-то чертить. Что это? Я указал на непонятные символы. Костя, это руны. Нам нужно успеть, не мешай, пожалуйста. Он хмурился и продолжал свое дело. Я просто наблюдал за ним и за мальчиком. Блин, да что мне делать? Помоги, пожалуйста. Я сел на колени перед фамильяром. Вижу, глупый ты сопляк. Он покачал головой. На вот, смотри сюда. Протянул блюдце с молоком. Да внимательно смотри. Сначала я не видел ничего, но всматривался. Постепенно молоко приобретало очертания, а потом я увидел детей, не старше 10 лет. Их было ровно 7. Они пошли в лес и заблудились. Их долго искали. Среди них было 2 брата, но не родные, сводные. Не знаю, как понял, но стало ясно, что отец у них один, а мамы разные. Один был одет в красную шубку, второй в темно-серую. Тот, который был в красном, был ужасным истеричкой, а второй, наоборот, помогал всем детям. И вот почти стемнело, волки выли совсем близко. Тот, что в сером, решил увести волков на себя, а другим сказал бежать и прятаться. Мужики и бабы из деревни шли с вилами и факелами на поиски и нашли детей, 6 только. Одна женщина подхватила того, кто в красной шубке, и стала расспрашивать, где его брат. Мальчик рассказал. Она посадила его под елку и сказала сидеть тихо, и пошла туда, где был второй. Мальчик шел. Она нагнала его, и глаза ее сверкнули. Ведьма, не иначе. «Матушка, это ты?» Глаза мальчика были в ледяных слезинках от холода. «Какая я тебе матушка, не мой ты, а своей покойной безродной матери сын!» Она выплевывала каждое слово ядом. «Простите, я виноват перед вами!» Он опустил головку. «Ты лишний в семье!» Она подходила все ближе и ближе. «Пожалуйста, простите меня, я люблю вас!» Он всхлюпивал. Ты жалкое напоминание своей матери, ты сгниешь тут!» Она подняла вьюгу и начала окутывать мальчика. «Матушка!» Последнее, что он крикнул, а потом упал замертво. Женщина взяла второго ребенка и начала всем рассказывать, что второй ребенок ее замерз. Горе ей, да беда в доме-то какая. Отец мальчиков, как увидел сына, взмолился в небо. Просил пощадить дитя его. Да только поздно было. Он как вернулся домой, так и слег с сердцем. Жену покойную он любил, а эту навязали ему. Сыновей любит обоих. И не смог не пережить смерти сына, что всегда был добр и ласков с ним. Перед смертью явилась ему сама матушка природа, да сказала, что не видать ни ему, ни сыну покоя, пока враг заклятый имя его не произнесет. Мужик помер, а за ними вся деревня помирать стала. Испугалась ведьма, что узнается, и утопилась, а сына ее волки в лесу загрызли. Но душа их не упокоена. Ищут они имя, чтобы позвать брата да сына, а вспомнить да не могут. Блюдце разбилось, посмотрел на Акила. Его глаза были полны печали. «Акила», он поднял на меня взгляд. «Скажи, как ты появился?» Я просто умер, Костя. Он присел. «Я имя твое переводил». Я сглотнул ком в горле. И как? Тяжелое дыхание. «Ангел бездны». Я сделал паузу. «Ты тот, чье имя они не могут вспомнить, да? Ты не Акила». И я посмотрел на него. Как меня зовут, Костя? Слезы, как крошечные алмазы.
Я почти произнес его имя вслух, как вокруг меня застолбился туман и меня схватили костлявые руки. Вот ты какой ведьмак! Злые глаза, острые клыки вместо зубов. Нет глаз и половины тела. Синий нос. Похож на сосульку, только очень горбатую и кривую. Языка нет. Как же он говорит-то? Когти протыкали мне кожу, он не медлил. Не зови своего помощника, иначе уничтожу обоих. Я знаю, кто ты. Хрипя, я пытался вырваться. Да? И кто же я? Он шипел в мое лицо, от него пахло падалью. Ты имя вспомнить не можешь, что перед братом вину чуешь. Злить-то, что способно унести тебя в ад, глупо. Но нельзя показывать, что он сильнее. Откуда ты знаешь? Кто сказал тебе? Его голос, как раскат грома, он сильнее сжал свои костяшки, и горячая кровь потекла по телу. Отпусти детей и верни их к нормальной жизни, и я скажу имя. Он посмотрел на меня, сверкнул тьмой в глазах. Мальчик упал, а из его тела вышли иглы, ледяные иглы. Имя щенок. Он еще сильнее давил на мои раны. Меня пронимал холод и боль. И я прошептал: Акила. Что? Это не то имя, не то. Ты обманул меня, ты. Я сожру их всех и начну с тебя. Он раскрыл свою широкую пасть, дряхлая кожа начала рваться, а клыки стали острее, как ледяные иглы. Еще мгновение, и он меня уничтожит, и никого мне уже не спасти. Удар. Глухой удар. Шипение воска, и маленькие ручонки выхватывают меня. Мои раны разорвались еще сильнее, горячая кровь залила все вокруг меня. Костя, имя, назови мое имя. Фамильяр шепнул еле слышно. Андрюша, тебя звали Андрюша. Произнес, и силы вышли из моего тела. Метель. Маленький Андрюша идет по снегу и ищет братика. Он знает, что новая мама не любит его. Она не раз пыталась от него избавиться, а он молчал, чтобы папу не расстраивать. И вот его семья, да только чувствует он чернь. Нет раскаяния в глазах мачехи, а брат и не брат вовсе, а кукла на веревочках. Тянет он ручки к папеньке, а тот молчит и не видит. Я сел. Сын дяди Яши мирно спал, мои раны были перевязаны, а в доме убрано. Супруга дяди Яши сидела у окна. «Здравствуйте», – я тихо приветствовал женщину. «Здравствуй, Костя. Спасибо тебе за сына и за помощь». Она подсела ко мне. «Я никому не скажу, что ты умеешь, но ты лучше уезжай и не возвращайся. Я все видела. Они тебя обвинят, как это было уже много лет назад». Женщина протянула мне воды. «Бабушку с дедом забирай. Сейчас они рады, что ты помог, но потом начнут задавать вопросы. А как не найдут для себя ответов, решат, что ты сделал все. Люди не готовы к такому, и так забудут они вас. А я промолчу». Она протянула мне рюкзак. Я с самыми плохими мыслями шел до дома. Бабушка с дедом, к моему удивлению, собирали вещи и договаривались продать дом своим соседям. Я понимающе кивнул. Они не задавали вопросов, только сказали, что пора все собрать. Я поднялся на чердак. Акила сидел там. «Привет, помощник. Спасибо тебе». Я протянул ему руку. Привет, ведьмак. Уезжаете? «Да, люди потом начнут нас винить, а я этого не хочу». Ну, бывай тогда. Он дал понять, что связь между нами разорвалась. «Акила», я замялся, «а ты не хочешь со мной поехать? Мне не хотелось с ним прощаться». А возьмешь? «Да, а кто, если не ты, меня научить сможет?» Я театрально развел руками. Поехали, Костя. И спасибо тебе. Я теперь не просто фамильяр. Я теперь настоящий дух.
как ты узнал мое имя? Все просто. Самый первый апостол из 12, первозданный ангел, который появился из бездны, был Андрей Первозванный. И именно его призывали. Поэтому ты и был ангел бездны. И я пожал плечами. Спасибо тебе, Кость, еще раз. Я, конечно, манерами давно испорчен, но тебе слово даю. Сам по своей воле с тобой буду. Он подскочил мне на руки, мы обнялись, и я положил ее в карман куртки. Покидая деревню, на душе было тоскливо. Еще предстояло объяснить все бабушке и деду, но не сейчас. Все потом. Ну что ж, вот и подошла к концу очередная история. Я рассчитываю на твою поддержку в виде подписки и комментария. Ну а если ты найдешь 20 секунд своего времени, чтобы поделиться со своим другом, то низкий тебе поклон. Так как любая активность на канале – это продвижение. Кто как не ты. Хорошего тебе настроения и до скорых историй. С уважением и обнимашками, твой Андрей.